Приветствую всех подписчиков и гостей канала. В этом видео вы узнаете, как можно покрасить вот такие вот искусственные камешки. Расскажу все подробно, поэтапно, каждый процесс будет тщательно описан. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии в конце ролика. Ну и естественно, если понравилось, отметьте это пальцем вверх. Ну, если не понравилось, пальцем вниз. Итак, друзья, устраивайтесь поудобнее, будет интересно. Поехали! Итак, на 3 литра грунтовки я добавил 100 миллилитров шоколадного, именно такого Дали. Если концентрат палишь, то добавить его нужно 2%. Темно-коричневого 1%, 1% фисташкового. И сейчас добавлю еще 1% или 1,5% черного. Смотрим, что получилось. Проверять можно либо кисточкой, либо шпателем. Вот такими движениями мы смотрим. Вот он, остаточный цвет. По мне достаточно интересный цвет, но можно добавить еще немного черного и темно-коричневого. Вот на стенках смотрим. Светловато. Чуть-чуть еще добавляю. То есть на 3 литра я добавляю где-то 10 миллилитров черного, даже меньше. Где-то миллилитров, наверное, 6-7, ну, около 2%. Так, ну и добавлю еще темно-коричневого. Вот такой тонкой струйкой, я уже знаю, сколько секунд мне нужно держать перевернутой баночкой. Ну, потемнел немного. В принципе, меня устраивает. Можно приступать к первому этапу. Ну и жду сейчас подсыхания. Ну, уже, в принципе, я вижу цвет, тот, который мне нужен, получается. Делаю объем. Так, дальше. Второй этап. Вот такая коричневая краска. Как делать такую коричневую краску у меня есть уже в предыдущих роликах. Ссылку оставлю в описании, или подсказка у вас всплывет в правом верхнем углу на такую коричневую краску. Но здесь у нас оттенки будут чуть-чуть другие, поэтому я беру вот фисташковый колер. Фисташковый номер 14. И буквально вот на литр краски, ну, здесь где-то 800 миллилитров, я буквально чуть-чуть. Сейчас добавляю такую капельку. Потихоньку перемешиваю, вижу, что результата практически нет. Добавляю еще.
поинтереснее. И еще немножко. Так, отлично. Вот такой коричнево-грязный, такой между коричневым и серым, что-то такое, короче. Из разряда 50 оттенков коричнево-серого. Серо-буро-пошкарябанный. Отлично, то, что надо. Отличный цвет, он мне нравится. Видите, красочка жиденькая, она разбавлена немного грунтовкой. Можно разбавлять водой. Так, ну, заряжаем краскопульт и наносим. Этот тон, друзья, также будет нанесен выборочно. То есть не полностью заливаем, а слегка локальные участки. Смотрим. Вот вы здесь видите, какой тон образовался после нанесения первого слоя грунта. Я им залил абсолютно все, особенно тщательно прошел по швам. И уже красочкой, которую я получил, наношу, скажем так, не сплошным заливом, а выборочно. Выбираю, во-первых, не все камни, но преобладающий тон будет этот. В основном я заливаю им большие камни, прохожу по краям, по центрам, ну, выборочно в голове держа у себя определенный тон, какими будут камни в конце. Я это уже понимаю, и поэтому вот вам показываю, как можно плавно и постепенно это нанести. Первый слой делайте легким, подождите немножко подсыхания, и можно пройтись повторно, если вы видите, что где-то чего-то не хватает. Но не торопитесь это делать. Краска после высыхания обязательно меняет свои оттенки, поэтому нужно подождать. Вот так получилось после высыхания. Вы видите, где-то есть светлые участки, это там, где как раз краска не легла. И на эти светлые участки будет заполнение другого тона, поэтому все заиграет намного красивее. Не торопитесь, все впереди. Итак, друзья, прошелся еще рыженьким цветом. Про него я расскажу чуть-чуть подробнее позже. Но опять же, локально рыжий цвет, пропорции я все расскажу. После него завел коричневый и в коричневый добавил колера слоновой кости 2% в коричневую краску. И теперь что я буду делать? Вот смотрите. Вот такие у меня получаются тени, узоры, такие камешки. И вот теперь, где много рыжего, чуть-чуть добавлю коричневого, вот этого со слоновой костью. И немножечко на некоторые участки нанесу также коричневого. Пройдусь для контраста. Насчет рыжего цвета, друзья, как его получить? То есть сделайте сначала бежевую краску, такую вот кофе с молоком, так скажем. И в этот оттенок потихоньку добавляем оранжевый колер до необходимой консистенции. Добавляем потихонечку, перемешиваем и получаем такой рыжеватый оттенок. Но он будет яркий. Эту яркость в конце нужно будет приглушить либо темно-коричневым, либо черным цветом. Но опять же совсем чуть-чуть, там полпроцентика или 1% от массы. Совсем немножко, буквально капельку добавляйте, перемешивайте, и этот рыжий, он примет вот такой вот темноватый оттенок, не будет слишком яркий, ярко-оранжевым. И вот по ним, увидите, да, я уже прохожу коричневой краской сверху по рыжим и сверху по основным камням добавляю там, где коричневой как раз таки не хватает. Делаю это такими хаотичными движениями, совсем легкими.
И вот такими легенькими движениями прохожусь по всему периметру, жду подсыхания и, если надо будет, еще добавлю. Так, следующий этап, друзья. Вот, взял немного белой фасадной краски, буквально 100 грамм. Пока что этого достаточно. И мне нужно, вот добавлю туда карамельного, вот тот же самый бежевый, скажем так. Буквально немножко. Вот, задача получить бежевый оттенок. И сейчас еще немножко добавлю вот такого песочного, он же охра. Можете желтого немного добавить. То есть, ну, вы должны уже сами смотреть. Вот буквально капельку. Тут не переборщить. Вот. Видно такой вот слегка карамельный оттенок. То, что я, в принципе, и хотел. Сейчас проведу тестирование этого тона вместе с вами. И мы посмотрим, что из этого получится. И сейчас легкими движениями, используя методику полусухой кисти, макаем в баночку, вытираем об губку и пробуем. Полосы идут у меня вертикально, значит я перпендикулярно прохожу по макушке. Здесь тоже главное не переборщить. Пробуем, ждем подсыхания. Вот спустя минут 10-15 я смотрю, в принципе цвет красивый получился. Он не белый и не желтый, а такой легкий беж. Поэтому он подходит и идем с ним дальше. Повторюсь, друзья, здесь главное не переборщить. То есть легкими движениями. Полусухой кистью. Вот идут горизонтально у меня линии, я перпендикулярно прохожу. Слегка. Нам нужно выделить вот эти верхушки. Вот так можно. Границы камня. Вот он такой старый, покоцанный, подбитый, потертый камень. Видите? Вот. И эта методика дает отличный контраст. Не везде это уместно. Естественно, не везде. Но вот где уместно, это можно применять. Опять идут вертикально, я прохожу горизонтально. Для этих целей кисть выбирать лучше вот с натуральным ворсом или наполовину. Половина натурального, половина синтетического. Синтетическим будет сложнее, потому что он не будет таким нежным, он будет более грубым. Вот так, видите? Даже где-то я сильно уже прижал, когда кисточка практически сухая, я на нее сильнее надавливаю, но уже я эту кашу не испорчу этим маслом. Вот видите, цвет какой. Ну такой нежный бежевенький, такой нежный карамельненький цвет. Все путем испытаний и тестирования. Если у вас не получается сделать карамельный или нет таких колеров, например, которые я использую в вашем регионе, берите аналогичные по цветам. Ну, вы должны понимать правила этих тонов. То есть бежевый, карамельный, светло-коричневый, желтый. Но именно желтый, он очень яркий тон, поэтому с ним нужно быть аккуратным.
И вот только-только по капельке можно чуть-чуть добавлять для оттенка какого-то. Как раз для этих целей краска нужна очень густая. Ну так кропотливо весь цоколь. Да, кто-то скажет долго, муторно, зачем это надо. Ну, кому не надо, тот не будет это делать. И опять же, на вкус и цвет мы знаем, товарищей нет. Кому-то это нравится, кому-то может не нравиться. Это в порядке вещей. Поэтому тут уже на ваше усмотрение. Вот видите, да? Можно практически так и по каждому камешку проходить. Вот смотрите, что получается. Какой контраст создается. Очень интересный. Если хотите, посмотрите дальше процесс. Ну, конечно же, весь процесс снимать очень тяжело. Да и это будет очень долго для вас. А показывать это в слишком быстром режиме я смысла не вижу. Основу я вам показал. Дальше уже вам принцип понятен. Вот вы видите, друзья, как это получилось после прохождения этим оттенком. У меня на объекте отключили электричество, поэтому работает генератор, очень шумно, и живой звук записать не получилось. Откровенно говоря, друзья, этот тон после высыхания, он немножко еще посветлел, и мне он не совсем нравится. Буду дорабатывать. Как я уже говорил, на вкус и цвет, товарищи, нет, поэтому если вам и понравился этот тон, вы можете в принципе оставлять и так. Но я решил еще добавить изюминку. Смотрим дальше. Так, друзья, что я сделал? Вот этот белесый цвет, который получился, он мне не совсем нравится. Ну как бы нравится, но не везде. Местами, вот смотрите, как здесь. Видите, какой оттеночек? Совсем уже другой. Что я сделал? Чуть-чуть сейчас буду добавлять. Значит, я в этот бежевый тон, который я делал, добавил вот на вот этот объем, на 50 миллилитров, добавил 1 каплю фисташкового, 1 каплю черного и 3 капли карамельного. Вот такой вот тон. Видите, получился. Это такой грязно-карамельно-хаки, что ли. И выборочно местами. Пойдемте покажу. Здесь я уже подкрасил. И выборочно местами пройдусь еще. Сделаю разнотоночку. Вот как здесь, например, был перебор светленького. Видите, я по нему пробежался вот этим тоном. И здесь. Где-то я оставил такой вот светленький бежевый, а где-то чуть-чуть подтонировал его. И получается уже повеселее эффект. Давайте посмотрим вот здесь. Вот видите, какой красивый камешек. Вот буквально так же, слегка-слегка. И пробежался. Подтонировал, чтобы сильно этот бежевый, ну, он местами он слишком светловат. Где-то я, может, переборщил его нанесение, и он достаточно сильно контрастирует. Поэтому я сейчас, вот смотрите, вот, например, это уже на ваше усмотрение. Вот мне кажется, здесь вот многовато светлого, ну вот прям многовато. Опять же, на губку нанес и вытер, и слегка.
Пошел. Чуть-чуть его притонировал. Видите? Такой оттеночек получается какой-то нежный. Золотисто-нежный. Я не знаю, как этот цвет называется. Я сам придумал эту пропорцию. Фисташковым и черным я подтемнял. А карамельным уже добавил там 2-3 капли карамельного для того, чтобы уйти от такого серо-зеленого цвета. И вот местами, вот, где, на мой взгляд, многовато белого, я сейчас его подтонирую чуть-чуть. Вот так. На солнышке должно быть хорошо видно. И плюс больше сочетается коричневый вот с таким грязно-карамельным, что ли. Ну не везде, вот так, слегка. Местами чуть-чуть избавиться. Светловатый все-таки был тон. При нанесении, я думал, он немножечко потемнеет, но он остался таким, каким и был. Поэтому в этом плане сложновато. Да, лучше чуть-чуть делать темнее. Красивее смотрится. Ну, кстати, я попробовал этим тоном нанести просто по камням, там, где нет вообще, не получается. Только вот по светлому он дает такой эффект. Вот, только по светлому. То есть он немножко притемняет светлый и дает такой оттенок. На мой взгляд, очень красивый. Вот посмотрите сейчас. Немножечко ситуация изменилась. Видите? Добавился тот бежеватый оттеночек, который должен был присутствовать. И тогда уже на стене появляется контраст. И сейчас там еще иду исправлять, там работает генератор, включили электроэнергию, поэтому со звуком беда. Вот и готов очередной цоколь. Оцените, пожалуйста, работу, напишите свои эмоции и впечатления в комментариях. Кто не подписался, обязательно подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые и интересные видео. Как всегда, с вами был Александр и канал Каменный Декор. Я желаю вам творческих успехов. До новых встреч, друзья. Пока. А в следующем ролике вы узнаете, каким лаком лучше покрывать, как покрывать, преимущества и недостатки, а также я расскажу подробно методику работы с краскопультом и о всех его возможных нюансах.